Здравствуйте. Этот электролизер я делал для того, чтобы обеспечить газом маленькую горелку. Год назад я проводил серию тестов, чтобы найти оптимальные параметры для электролизного процесса. Тесты проводились на одной маленькой и очень мокрой ячейке, можно сказать, в идеальных условиях. Я изготовил этот лизер, опираясь на полученные данные, и тут не обошлось без казусов, которые вынудили провести с ним эксперименты. Итак, это биполярное включение пластин. Я выбрал распространенное и безопасное напряжение в районе 12-13 вольт, то есть 6 ячеек по 2 вольта. И таких пачек по 6 ячеек я сделал 4. Изначально нижние отверстия, по которым раствор заполняет ячейки, я расположил в шахматном порядке. Практика показала, что при зазоре между пластинами в 2 мм вода очень плохо проходит между ячейками. Это просто напоминало какое-то залипание. В общем, воде не очень хотелось преодолевать этот зигзагоподобный маршрут в 24 ячейки. Тогда я просверлил отверстия внизу посередине, а также собрал все пластины так, чтобы все отверстия оказались с одной стороны. Какой это дало результат? А такой, что при небольшой нагрузке на лизер затраты электричества получились в 3 раза больше нормального. Сквозь прямые отверстия через высокопроводящий раствор образовались сквозные токи замыкания. Да, если бы я питал лизер от очень мощного блока питания, то он бы поднял напряжение до 12 вольт, чтобы на каждой ячейке было 2 вольта. Тогда в работу могли бы включиться все ячейки. Но в этом случае сквозной ток замыкания никуда не денется, он бы поднялся минимум до 20 ампер. Итак, я делаю заключение, что прямых отверстий сквозь все ячейки в нижней области пластин категорически не должно быть. Но это касается только лизеров, в которых электроды используются в биполярном режиме. В прошлом видео я как раз рассмотрел вопрос монополярного и биполярного включения пластин. Итак, я опять разобрал свой лизер и вернулся на шаг назад, убрав прямые отверстия снизу. Просто закрыл их вкладышами из резины и при сборке опять расположил нижние отверстия в шахматном порядке. Также я увеличил межэлектродные зазоры. Прокладки вырезаны из резины толщиной 2, и я просто проложил по 2 штуки между пластинами. Это должно облегчить прохождение воды по длинному зигзагу. В этой системе я применил сантехнические компоненты из латуни, которые просто залежались. Теперь можно полюбоваться, что с ней происходит. Какой-то синий медный купорос появился везде, где был контакт со щелочью. Ну что, придется поменять это все на нержавеющую сталь. В лизере количество ячеек уменьшилось в 2 раза, сейчас их 12. На пластинах появился какой-то темноватый налет. Возможно, это дала латунь. Один человек писал о подобной проблеме. Говорит, что с натрием такого не наблюдается. Раствор калия, который там находился, потемнел и появился осадок. Вместо него теперь я попробую применить натрий. Разбавил водой до концентрации 20%. Сантехника, которая может контактировать с раствором, заменена. Отверстие по центру я полностью закрыл. Крайне в шахматном порядке. Залил эту систему, но не полностью. Эксперименты продолжаются. Если наклонять, раствор не спеша, но перемещается через 12 ячеек. Ну что, давайте запустим. Так.
В прошлый раз при 6 вольтах уже образовался ток около 10 ампер. Сейчас, по идее, 1 вольт на ячейке. Я помню, тогда было 6,8 вольта и 10 ампер. Сейчас примерно в 5 раз меньше. Вот вам шахматный порядок. Сквозной ток замыкания снижен в 5 раз. Ну что, поехали? Вот это мне уже нравится. Наружная сторона не работает, тут не видно. Я добавил такую штучку для визуализации скорости прохождения газа. На клеммы лизера зацепил тестер, напряжение 12 вольт. То есть сейчас на каждой ячейке 2 вольта. Вот так он и должен работать. Ток 7 ампер. Естественно, если залить полный, ток вырастет соответственно и производительность. Ну, допустим, напряжение источника чуть побольше. У блока питания потолок на уровне 10 ампер. Но это уже на что-то похоже. А вообще я планировал на этом лизере выйти на ток примерно в 30 ампер. Если его заполнить и чуть поднять напряжение до 13 вольт, как раз так и получится. Так, он чуть поработал и ток подрос. Электропроводность раствора увеличивается при нагреве. Реализуется мощность 130 Вт. Я бы сказал, температура пока детская. На нагрев затрат электричества уходит мало. Итак, мы с ассистентом делаем однозначный вывод, что при биполярном включении категорически не должно быть прямых сквозных отверстий. Они как минимум должны располагаться в шахматном порядке. Напряжение неумолимо падает. Температура через 15 минут работы еще подросла. Наверное, сделаю замер. К замеру такой высокой производительности я оказался не готов. С цилиндром не успею. Буду замерять литровой кружкой. Вот с такой скоростью шурует. Температура. Вся вода из вытеснителя вышла, и замер был, так сказать, испорчен. Заново. Замер на пол-литра. Набирается давление. «500 миллилитров за минуту с небольшим». Итак, по данным этого замера расчетные затраты составляют 4,59. Это в 2 раза лучше, чем результат прошлого замера этого же лизера с прямыми отверстиями. Тем не менее, хороший и реально достижимый результат, который я получил на одной ячейке, 3,2 Вт, то есть в 1,5 раза лучше. Аппарат непрерывно работает уже более 2 часов. Почти 70. Уже пар внутри. Напряжение на каждой ячейке сейчас 1,77. Думаю, это хорошо. Верхние отверстия для выхода газов я делал по типовой схеме, прямые, сквозные. Если раствор заполнит ячейки доверха, то очевидно эффективность может еще ухудшиться. Получается, верхние отверстия также не мешало бы сверлить в шахматном порядке. Сейчас эффективность процесса снижена в 1,5 раза. В такие моменты начинаешь искать причины. Я не поленился проверить систему на герметичность. Лизером накачал 1/3 атмосферы. Все в порядке. А ведь передо мной по сути стандартный биполярный электролизер, но то, что я от него получаю, меня просто удручает.
нужно опять подумать. Пишите, какие у вас есть идеи. Благодарю за внимание.